Зеленский требует ракеты для патриотов здесь и сейчас и рассказывает о победе. Кремль называет вещи своими именами. Против России воюют Берлин, Париж и Вашингтон, а не только Киев. Украинские генералы разносят миф о победе. Фронт трещит, и это только начало. Саммит НАТО готовит Зеленскому унижение. Он не главная повестка дня. Привет, друзья! Разбираем главные события этого часа. Наш телеграм в описании. Там выходит то, что не вошло в это видео. Подписка и лайк, и начинаем. Зеленский снова вышел на связь с гражданами, и на этот раз тон был предельно жестким. Главная тема обращения – острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет к ним. По сути, украинский президент прямо признал, без западного оружия оборона держится на честном слове. По словам Зеленского, Киев ведет переговоры сразу с 5 странами – Америка, Германией, Нидерландами, Францией и Швецией. Он заявил, что политической воли Вашингтона должно хватать для закрытия дефицита, но на деле поставки отстают от реальных потребностей. Больше того, украинский лидер прямо обвинил союзников в том, что боеприпасы хранятся на складах вместо того, чтобы идти на фронт. Отдельно обращаюсь к партнерам. Любое промедление с ракетами для нашей ПВО – это потеря жизней. Это побуждает Россию продолжать войну. У мира есть необходимое количество и качество, чтобы обеспечить реальную защиту жизни в Украине. Прежде всего, это, конечно, решение Америки, решение сильных мира сего в Европе и во всем мире. Пожалуйста, будьте активны в принятии решений, защищайте жизни людей. Ракеты для патриотов нужны не на складах, а в дивизионах патриотов. В Украине. Спасибо тем, кто реально помогает. Сколько еще раз Зеленский будет требовать ракеты, прежде чем признает, что надо все заканчивать и садиться за стол переговоров? Помимо просьб об оружии, Зеленский выдал очередную порцию громких цифр. Он заявил о десятках тысяч потерь в рядах российских войск только за первый месяц лета. В этом июне тоже почти 30 тысяч подтвержденных потерь российских оккупантов на фронте, убитыми и тяжелоранеными. Но вот в чем проблема. Эта победная риторика все чаще разбивается о скепсис на самом Западе. Американские и европейские аналитики, а также официальные лица, все громче сомневаются в реалистичности заявлений Киева. По их мнению, картина колоссальных потерь противника слабо стыкуется с реальным положением дел на поле боя, где инициатива во многом остается за российской стороной. При этом сам Зеленский продолжает настаивать. Украина способна переломить ситуацию и в ближайшие месяцы намерена приблизить условия для достойного мира – военным или дипломатическим путем. Украина видит перспективы того, что можно сделать. Нужно оказывать давление на Россию, чтобы наступил мир. Украина уже выдвинула все предложения, все дипломатические варианты. Мы уверены, что в ближайшие месяцы условия для достойного мира будут созданы либо силой, либо дипломатией. На самом деле, за этими словами, попытка удержать союзников в игре, пока реальность на фронте говорит совсем другое. И чем дольше тянется эта пауза с поставками, тем более неудобные вопросы будут звучать не только в Киеве, но и в самих западных столицах накануне ближайших переговоров. Москва продолжает планомерное продвижение на ключевых направлениях, а положение украинских войск ухудшается с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя текущую ситуацию в зоне боевых действий. В качестве примера успешных действий российских сил представитель Кремля привел бои за Константиновку, назвав этот населенный пункт важнейшим шагом на пути к взятию крупного укрепрайона Краматорск-Славянск. По словам Пескова, успехи на фронте очевидны, несмотря на попытки Киева продемонстрировать обратное. Динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты. Песков также подчеркнул, что характер конфликта претерпел коренные изменения. Начавшись как специальная военная операция, сегодня она фактически превратилась в полноценное противостояние со странами Запада из-за их масштабного прямого вмешательства. Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные
вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. И вот вопрос. Если это действительно противостояние перешло все фазы, то почему тогда Россия не ведет конфликт, как, например, американцы против Ирана? Напишите в комментариях свое мнение. По мнению пресс-секретаря президента, именно неудачи на поле боя вынуждают украинские власти прибегать к созданию ложной видимости успехов. Песков предупредил, что в преддверии крупного международного мероприятия со стороны Киева возможны новые опасные действия, нацеленные исключительно на западную аудиторию. Киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление. Но те, кто разбирается в ситуации, понимают, что это не так. По сути, в Кремле прямо намекают, любые громкие заявления Киева накануне саммита стоит воспринимать не как военные успехи, а как спектакль для западной аудитории. В Кремле добавили, что в условиях обострения, когда Европейский Союз постепенно превращается в военно-политический блок, российская сторона сохраняет бдительность и готова к любым сценариям развития событий. Украинские генералы уже в открытую признают, страна теряет города один за другим, а говорить о переломе ситуации не приходится. Разговоры о том, что инициатива на поле боя якобы постепенно переходит к украинской армии, продолжают звучать в Киеве. Однако далеко не все представители военного руководства страны разделяют подобный оптимизм. Одним из таких стал генерал Сергей Кривонос. Он прокомментировал заявление о якобы изменившейся ситуации на фронте и признался, что не понимает подобных оценок. По его словам, Украина за последний месяц потеряла 2 крупных населенных пункта, и это на фоне разговоров о переломе. Если инициатива правда переходит к Украине, почему собственные генералы говорят прямо противоположное тому, что транслирует Зеленский? Кривонос отметил, что российская армия продолжает сохранять преимущество на линии боевого соприкосновения. Особенно, по его оценке, это касается Донецкого направления, именно там, где Киев громче всего заявлял об успехах. Ситуация вновь продемонстрировала. Даже среди представителей украинского военного руководства сохраняются серьезные сомнения в заявлениях Зеленского о переломе ситуации. Победная риторика окончательно провалилась, и провал по всем направлениям признают теперь даже украинские военные. По сути, разрыв между тем, что говорят политики, и тем, что видят на передовой сами генералы, становится все заметнее, и скрывать его получается все хуже. На предстоящем саммите Североатлантического альянса ситуация для президента Владимира Зеленского складывается намного хуже, чем в предыдущие годы. Украину планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить американского лидера Дональда Трампа. Лидеры Североатлантического альянса столкнутся сразу с 3 проблемами – единство, решимость и безопасность. Речь идет о недовольстве Дональда Трампа действиями европейских союзников, которое усугубляется расколом внутри НАТО относительно финансирования Киева. И вот вопрос. Если союзники по НАТО сами не могут договориться о деньгах для Украины, на что тогда рассчитывает Зеленский, требуя новых поставок? Новостные издания прямо пишут: все это плохие новости для Зеленского. Еще один негативный момент для президента Украины – сообщение о том, что он не примет участие в основной программе мероприятия и не выступит с речью перед лидерами стран НАТО. По данным, Альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос в стороне, опасаясь разозлить Трампа. По сути, это уже не просто дипломатический нюанс, это сигнал. Еще год назад Зеленский был центральной фигурой любого саммита НАТО, символом сопротивления, ради которого меняли повестку и переставляли расписание. Сейчас его демонстративно задвигают на второй план, лишь бы не испортить настроение американскому лидеру. В итоге этот саммит может обернуться для Зеленского настоящим унижением, не через прямые заявления, а через красноречивое отсутствие внимания. И чем ближе дата мероприятия, тем очевиднее становится: украинский вопрос на Западе постепенно перестает быть приоритетом номер 1, каким он был все последние годы. Итак, что мы имеем на этот час? Зеленский требует ракеты и рисует картину десятков тысяч потерь противника, но собственные генералы говорят обратное. Песков заявляет о продвижении под Константиновкой и намекает на провокации перед саммитом НАТО. А сам Зеленский на этом саммите рискует остаться за бортом главной сцены. Разрыв между риторикой и реальностью на фронте только растет, и, судя по всему, следующий саммит НАТО покажет, готовы ли союзники и дальше закрывать на это глаза. Пишите в комментариях, что думаете обо всем этом, я все читаю. Подписка и лайк, если было полезно, и не забывайте про наш телеграм-канал, там больше новостей и без цензуры.
С вами был Медиашот. Скоро увидимся. Всем пока.